Добрый день. Итак, сегодня я хочу познакомить вас с системой Sanity, предназначенной для мониторинга и быстрого поиска неисправностей в сетях хранения данных типа SAN, Storage Access Network. Данная система позволяет отслеживать, хранить и искать ошибки во всех компонентах систем типа SAN. То есть мы можем взглянуть, начиная с верхнего уровня блейд-центров и серверов. Для виртуальных серверов мы можем также отслеживать именно виртуальные сервера агентства. Такие компоненты оптических систем, как WWN, зоны, девайсы сториджи, маскинг для сториджей, а также сами оптические свечи и снэпы, клоны и remote replication для сториджей. Итак, начнем с самого тонкого лейера, с виртуальных серверов. Заходим в лист и мы видим здесь список, в общем-то очень длинный. Для данной организации это 4000 активных гестов. И мы для пробы можем ввести имя, например, одного из известных мастеров. Как вы видите, это в реальном времени пересчитывает и показывает по этому фильтру все, что мы видим. Вот мы получили кластер под именем Text Linux. И я хочу вам продемонстрировать то, что связано именно с данными, то есть диски. Мы видим в этом листе VMDK и RDM. Выберем, например, какой-нибудь storage, какой-нибудь сервер, у которого есть RDM. И видите, вот есть у нас, к примеру, один сервер, у которого есть и VMDK, и Data Store, и RDM. И внизу в Information меню мы можем видеть все эти RDM, мы можем просто перейти на них, а также увидеть, куда они еще подключены. То же самое касается VMDK. То есть в данном Data Store вместе с ним работает еще несколько виртуальных машин. Группа, которая относится к данный виртуальный сервер, кластер, состоит из следующих ESX. Операционная система Gesta. И на данном ESX какие еще бегут виртуальные машины. Переходим на сервер. Видите, мы перепрыгнули прямо на сервер. И видим список серверов. То есть практически это сервер и список его интерфейсов. Тут есть как WWN, так и MAC адреса. Ну что ж, попробуем перейти просто к Blade центру для начала. Возьмем один из них. Мы можем ввести здесь для поиска конкретного Blade центра. Переключимся на него. И вот это HP Blade центр. Мы видим все сервера, которые находятся внутри этого Blade центра. В данном случае мы видим, что здесь у нас есть 34 интерфейса практически. Это не 34 сервера, а 34 интерфейса. Слоты, в котором он находится, имя Blade центра, тип и имя машины. Мы можем сказать, сейчас у нас было ограничение 25 строк, взять 100 строк для того, чтобы видеть все. Если мы хотим посмотреть какую-то конкретную машину, просто дабл-клик, и мы переходим. Вот машина, которая имеет 4 интерфейса. То есть это HP Blade, у него есть оптическая карта как мезонин, а также Flex карта. В данной системе свечи подключены на мезонин, поэтому я сразу перейду к мезонину. Мы взглянем. Мы видим имя сервера, он подключен к фабрику по технологии вендора Brocade, находится в таком-то Blade-центре, это на 12 порте. Также мы видим, куда он подключен с точки зрения оптической сети. И далее у нас есть алиас его, как он будет выглядеть в зонах. Есть 4 зоны на этот интерфейс. Маскинги для 3 сториджей. И список дисков, которые подключены на этой машине. Видите, тут довольно много дисков. Тут есть также информация, мы видим здесь внутренний номер девайса в сториджи, LUN ID для хоста, размер девайса, количество снэпов на данном девайсе, также размер, сейчас вернемся, это размер, который снэп хранит в сейф пуле,
то есть занимает дополнительное место, а также Remote Replication, поскольку это Vmax, это SRDF, и мы видим, куда этот диск среплицирован на удаленный storage. Мы можем видеть в данном случае, что у нас есть не только бракет. Если мы перейдем к другому интерфейсу, то мы будем видеть, что также можно видеть и Cisco. Система отслеживает как бракеты, так и Cisco. Она для обоих крупных вендоров подходит и работает хорошо. Попробуем перейти на зону. Вот, мы переходим, мы видим, что в данной зоне у нас есть два компонента, как по best practice. Одна из них это нога сервера, и вторая, конечно же, нога сториджа. Мы можем перейти на этот WWN, и тогда мы увидим, куда подключен он в оптическую сеть, на какой порт такого оптического свеча, какой он имеет алиас, какие зоны также построены на эту ногу. И кроме того, мы можем увидеть все диски, которые смаскированы на этот конкретный порт. Достаточно много дисков. Ну что ж, вернемся сейчас на минутку опять к нашему серверу. Выберем его из списка. Мы работали, например, с вот этой зоной. Легко переходим на WWN сервера и опять оказываемся в таблице, предназначенной для серверов. И я хочу выбрать определенный девайс storage для того, чтобы посмотреть, что мы видим с точки зрения девайса. Итак, мы выберем один из девайсов, у которого есть снэпы, у которого есть Remote Replication, double-click, и вот мы видим девайс. В данном случае это девайс Vmax. Мы видим, что данный девайс построен по технологии TDEF, то есть Sync Provision плюс RTF, имеет определенный размер в цилиндрах, можем видеть его WWN, и также все его настройки, которые характерны для Vmax. Он принимает участие в нескольких Masking View, имеет список снэпов, можно видеть, когда была активация снэпа. Видим, что снэпы берут каждый день, например, для этой конкретной системы. И вот Remote Replication. Мы видим, что этот девайс реплицирован на несколько удаленных сториджей. Часть из них находится в синхронной репликации Synchronize, часть уже Split. Вот мы можем перейти, например, на удаленный storage и посмотреть, что за девайс на той стороне. Имеем то же самое, всю информацию по поводу этого девайса. Видим, что он также имеет маскинг на storage, на сервер на другой стороне. У него есть клон. И опять же мы видим репликацию. Можем взглянуть с точки зрения Masking View. Если мы переходим на Masking View, то мы видим, что данный девайс участвует в Masking View с таким-то именем, Storage Group. И в этой Storage Group есть 72 девайса. Можем видеть, куда она подключена, на какой сервер, через какую ногу сториджа. И полный список девайсов в этом Masking View. Также здесь количество снэпов, количество ремонт, репликации, размеры. Итак, если мы выберем, мы можем увидеть все Masking View данного сториджа. Это полный список. И если мы выберем одну из строк, мы можем получить быструю информацию с помощью Information меню. Можно получить быструю информацию, не заходя внутрь. То есть мы можем увидеть, на какие WWN подключены, на какие сервера. Здесь имя сервера и WWN. Если нажать, то будет быстрый переход на этот WWN. Мы можем увидеть это с точки зрения сервера. Если мы здесь нажмем, то перейдем именно на конкретный сервер. Также порты сториджа, которые участвуют здесь. Если будет несколько, то будет соответственно несколько. Общий размер, диск size, количество дисков, storage group
Здесь мы можем перейти на любой из дисков, который находится внутри, опять же не заходя в другое окно. И Masking View. Также здесь интересно, мы видим, когда был произведен скан, когда было последнее изменение, поскольку система также хранит history, и когда предполагается следующее сканирование данного компонента. Система сканирует каждый компонент по своему скеджулеру. То есть мы можем настроить сканирование через определенные промежутки времени для каждого компонента в отдельности. Ну что ж, теперь, пожалуй, перейдем к серверу. То есть выберем какой-нибудь Masking View для быстрого перехода. Попадаем внутрь. И опять же видим количество дисков. Но то, что нас сейчас интересует, это данный сервер. Мы можем кликнуть по нему, перейти, увидеть, что этот сервер также имеет 4 оптических ноги. И перейдем на одну из них. И опять мы попали в окно WWN, которое описывает подключение сервера через эту ногу к сториджам, все зоны, которые мы имеем в оптических свечах, а также все диски. Вот мы видим, что порт WWN и Node WWN представлен, а также мы видим, через какой порт оптического свеча данный сервер подключен. И мы можем выбрать порт и увидеть, в данном случае это не технология NP-IV, то есть через этот порт подключен только один сервер, подключен он через следующие зоны на соответствующие ноги сториджа. Теперь мы можем перейти прямо к свитчу и увидеть, какие еще компоненты на этом свитче находятся. Ну, это небольшой свитч, мы можем выбрать свитч центральный и посмотреть более интересную картину. Как я уже говорил, здесь есть Brocade и Cisco. Выберем из списка. Вот. Допустим, Brocade. И видим список всех портов. Здесь, как вы видите, есть и порты. То есть порты для подключения на другие свечи. И мы можем видеть, какой конкретно свич, куда уходит. Опять же, информация по скорости порта, когда было последнее изменение. Чаще всего это когда выключался и включался свич, в каком фабрике находится и какого типа. Более интересно картины для F-портов, особенно F-порт типа NP-IV. Вот мы выберем вот этот порт. Как вы видите, через него подключено основной WWN, еще 6 NP-IV. И здесь мы можем увидеть список серверов, которые через него подключены. Опять же мы видим, что это NP-IV порт. Изменения, фабрик и так далее. И вот сейчас мы можем взглянуть, какую же информацию мы можем увидеть в History. Если мы нажмем на Last Change, то мы переходим в меню History и видим историю изменений на данном порте. Как вы видите, здесь история практически за год. И мы можем рассортировать и увидеть, сейчас он находится в состоянии онлайн, подключено 6 MAC адресов, WWN адресов. Перед этим было 5-6, то есть через него подключались и отключались другие сервера. History у нас есть практически для всех компонентов, то есть мы видим изменения серверов, WWN, зон, девайсов, изменения маскингов и также изменения на свечах. Вот сейчас мы видим как раз изменения по свечам.
Например, перейдем на сервер. Получим тоже очень длинный список, как меняли сервера. Можно выбрать какой-нибудь сервер для примера. Видите, он на ходу отсчитывает. Вот один из серверов. На самом деле мы тут видим два сервера, поскольку это имя неоднозначно. Нажмем единичку, будет так. И вот опять же мы можем видеть всю историю, как происходили отключения, подключения, когда это было. Ну и теперь перейдем в следующий раздел. Это ошибки. Система находит автоматически определенные классы ошибок и составляет по этому отчеты. Первое это bad zone, то есть зоны, у которых наблюдаются какие-то неправильные компоненты, либо зона присутствует, а уже не существует таких серверов или сториджей, либо, например, как вот здесь на сторидже нету маскинга. Мы можем видеть, что, например, вот для этой зоны элемент уже не существует. То есть, видимо, сервер был отключен, но зона существует. То есть, практически мы можем выбрать любую зону, перейти в нее. Видите, два компонента. Переходим на компонент сервера и видим, что действительно сервера уже не существует. Он неизвестен, он даже не выключен, поскольку когда сервер выключен, мы его видим как компонент Blade центра. Сейчас мы его не видим, но алиас и зона существуют. То есть мы легко можем найти вот такие ненужные, загрязняющие фабрик компоненты. Есть также отчет под названием Bad Alias, то есть именно алиасы. Зоны уже, возможно, удалены, но алиасы остались, либо алиасы неправильные. Мы можем обратить внимание, например, этот большой список, мы выберем только один фабрик. И вот, например, есть алиас под названием PTVSX 10. А в данный момент машина имеет уже другое имя. То есть мы можем кликнуть по WWN и увидеть, что да, эта машина имеет уже совсем другое имя. Но для оптических свечей алиас остался старый. Существует также еще более важный репорт, это Mist Zone. То есть, когда у нас на сторидже определен маскинг, но зоны не существует. И это достаточно критическая ошибка, потому что если один из фабриков отключится, а во втором зоны нету, то мы можем просто потерять диски, и это приведет к крушению сервера. Опять же, здесь список фабриков, мы выбираем один из них, можем выбрать Cisco или Brocade, например, для этого случая Cisco. Откроем и получим вот список компонентов, которые недостающие зоны. Система генерирует предполагаемое имя зоны. То есть у нас есть имя сервера, у нас есть маскинг на сторидже, есть порт, но самой зоны не существует. И система предлагает, какую зону нужно создать. То есть вот мы можем для этого конкретного сервера посмотреть. Вот. Это нога. Вот. Мы видим, что существует две зоны, а маскинги существуют также на другой storage типа Hitachi. Видимо, еще не полностью подключено. И система как раз нам указывает. Также отчет по Orphan Mask Element. То есть, когда у нас в маскинге на сторидже указан какой-то WWN, но мы его не можем обнаружить в нашей базе данных элементов. То есть серверов с таким именем нет. Это может быть какой-то фейк, как вы видите, здесь есть
фейки, видимо, для тестов используемые. А может быть и настоящий сервер, который был не полностью, прошел всю процедуру decommission и остался до сих пор в сторидже. Вот мы видим, здесь довольно много таких компонентов. Видите, уже сервера не существует, и зон на него не существует, но он остался на нескольких, на одном сторидже в маскинге. Это тоже достаточно важная ситуация, потому что если этот сервер потом будет возвращен с данным WWN, то он начнет видеть чужие диски. То есть может быть достаточно опасная ситуация. Еще один отчет по неизвестным WWN. То есть WWN, которые видны на уровне оптических свечей, но не находятся в базе данных сториджей и серверов. Таким образом мы можем найти элементы подключенные, которые мы еще не проверяем, или может быть о них даже не знаем. Данный отчет No Masking Device, то есть девайсы, которые на сторидже построены, но не подключены ни к какому серверу. Возможно, это просто потеря места. То есть мы можем опять выбрать любой storage. Ну, опять, как я люблю Linux. И посмотреть девайсы. Вот, девайсы, которые построены. Причем мы можем обратить внимание, что часть из них действительно, часть из них может быть пустая, а часть занимает место. Scene Provisioning, но устройство действительно занимает место и не подключено ни к одному из серверов. Возможно, это нормальная ситуация, и это устройство будет позже подключено, данный лун. А может быть, он просто потерялся и занимает место на сторидже. Также довольно стандартная ситуация — это old snap. То есть снэпы, которые были созданы и не удалены. Можем сказать, мы хотим найти все снэпы, которым уже, например, больше месяца. Или больше 2 месяцев. И вот, пожалуйста, мы видим, когда было последнее изменение, в каком состоянии находится снэп. Их достаточно много, почти сотня. Вот. Мы можем видеть, какие-то из них только created, какие-то действительно copy on write, то есть занимают место в сейфпуле и, видимо, не используются, потому что очень старые и мала вероятность, что это действительно используемо. Мы можем легко перейти к самому устройству, с которого взят снэп. То есть вот видите, устройство, сам таргет находится в Masking View, есть некоторое количество снэпов. Но часть из них более новая, часть старая. Здесь практически все старые. Также отчет по снэп девайсам, которые построены, но не используются. Такие девайсы не занимают места, но тратят какое-то определенное количество памяти в сторидже, ну и вообще загрязняют общую ситуацию. Поэтому неплохо знать отчет по ним и удалять их периодически, если они не нужны. Ну и еще один отчет по disk redundancy. То есть мы предполагаем, что каждый наш лун, каждый storage диск подключен как минимум через 2 паса, и падение одного паса не будет вызывать полностью обрушение сервера. Но иногда происходит, что у нас существует только один пас. То есть либо из-за того, что сделан неправильный маскинг, либо, возможно, есть зоны. То есть вот в фабрике, например, когда маскинг правильный, но фабрик только через одну зону построен. То есть есть ошибка такого рода. Видим имя сервера, в каком фабрике, какого типа, какой WWN. Ну, в общем-то, это все, что я хотел вам сегодня показать.